для кота – это разбор теории конфликта, то есть как конфликт происходит, как мы в этом конфликте, используя технику карате, выходим из ситуации и, во всяком случае, попытаемся совместить технику и понимание с каким-то видеоматериалом, который у нас уже есть, и мы можем его прокручивать столько, сколько нужно, если это будет нужно. То есть совместить все, и аудио, и видео, и практику на руках. Если будут какие-то вопросы, то задавайте, будем разбираться и двигаться в общем понимании вперед и вперед. Right? Видео старое, информация устаревшая. Но тем не менее, чуть маленькие вперед, большие позади. Можешь кого-то на ручки взять, если что. Всем должно быть видно бум-бум. Теперь, здесь практически Dolby Digital озвучка, поэтому не пугайтесь. Все бомбически. Мы сейчас схему посмотрели, вы заодно отдохнули. Теперь, там связки, они сделаны в последовательности той, какая есть в кота, с первой в последней. Мы с вами сейчас начнем отрабатывать все в обратном порядке. У нас у всех есть здесь в базе работа Ицкокудзу дачи, дзуки, вращение, шуток. Есть база. Но поскольку это техника, которая должна быть уже на семинар на весну, и вы потом поймете почему. Потом.
Сейчас мы от нее уходим, но принцип действия кукуцудач, переход, перенос веса, он для нас сейчас важен. Поэтому есть некая ось, диагональ квадрата. Двигаемся сейчас вперед, делаем кукуцудач. Вот руки. Бум. Бум. Ну или в эту сторону. Бум. Кулаки, понятно. Делаем движение. Бум. Кукуцудач. Учу. После этого делаем нуките. После этого шагаем вперед, делаем зуски. Считаем. Сам! Как надо, Владимир, двигаться? Да, быстро не. Заметьте, это сказал Владимир Владимирович. Теперь следите за ним. С левой. Последний в начало. Почему это важно? Почему это важно? Потому что на последней связке проще всего объяснить принципы построения конфликта. Любой конфликт, основан на том, что один человек ничего не знает. Почему в кота все начинается с первого движения на блок? Потому что это обычный человек, он нормальный. Он нормальный, он не планирует войны ни с кем. И когда к нему кто-то лезет вот сюда, он этого не ожидает. Поэтому первое действие с той стороны не ударное. И в кота оно не ударное. Поэтому на построении конфликта мы должны сделать себе несколько вводных. Когда возникает конфликт, мы по условию задачи не собираемся сдаваться в плен, не собираемся спасаться бегством. Наше решение остаться здесь и сейчас, в этом месте, и попытаться решить ситуацию в свою пользу. Вот это базовый момент решения конфликта в единоборстве. Все остальное – это тоже решение конфликта, и это тоже решение конфликта. Но оно нас сейчас не интересует. Нас интересует, как выйти из ситуации с гордо поднятой головой, знаменем и так далее. Поэтому, когда происходит первое сюда что-то, первая тема в любом конфликте – реагирование. Как на действие, так и на какую-то вербальную форму. Вас как-то обзывают, вы можете что сделать? Ответить. Вам говорят, ты нехороший человек. Вы отвечаете, что? Сам такой. Сам такой. И тогда что возникает в вербальной фразе? Вы приняли эмоцию оттуда, и вы на эту эмоцию ответили своей эмоцией. То есть вы среагировали и ответили. Срослось? Срослось. То есть мы реагируем и отвечаем. Как мы отвечаем, все по-разному. Двигательно, вербально, неважно, но отвечаем. Реакция и ответ. Третья фаза – это, если мы хотим победить, она всегда одна и та же, независимо от условия борьбы, это перехват инициативы. Перехват инициативы. Четвертая фаза – это борьба за доминирование. То есть кто быстрее, сильнее, выносливее, в зависимости от того, какова у нас ситуация. И пятая ситуация
это так называемое тодо мавадзе, если мы говорим про карате, то есть решающее действие, которое позволяет нам из этой ситуации выйти с гордо поднятой головой, со знаменем и так далее. Понятно? Понятно. Супер. Теперь, смотрите. Любой бункай мы можем рассматривать в нескольких вариантах, но в базе вот эти 5 принципов есть. И любой конфликт, который в жизни возникает на вербальном, либо двигательном каком-то уровне, он других правил и основ в развитии не имеет. Да, я уже сказал, есть дополнительно сдаться, есть убежать. Но если мы не сдаемся, не убегаем, то вот только 5, все остальное производные от этих 5. У нас есть несколько вариантов работы. Мы уже профессионалы, поэтому первый вариант мы стоим. И вариант работы кихон и пон кумите. Он делает шаг назад, бум. Ну и в зависимости от того, какой это в ката элемент, это может быть атака рукой, атака ногой, и потом отсюда какое-то реагирование. Понятно? Бункай, который у нас показан на видео, он не в варианте кихон и пон, он в варианте дзу и пон. И то, с чего мы начинали. Когда мы стоим на расстоянии 3 метра и начинаем приближаться, и потом отсюда происходит опять. Один атакует, второй защищается. Но и в том случае, и в другом случае 5 этих условий мы выполняем обязательно. Теперь смотрим, что происходит. Мы сейчас делаем кихонный ход, это будет проще понять принципы всего-всего. Где там брать? Делаешь чудамзуки. Смотрите. Вот он сейчас делает чудамзуки, я стою. Вот это сейчас его атака. В варианте кихонный ход это проще, чем в варианте дзуипон. То есть дзуипон нужно угадать дистанцию и среагировать значительно быстрее, чем то, что есть здесь. Здесь он стоит, я могу все это визуально проконтролировать, оценить, и я работаю. Он делает скид, и мое реагирование. Вот я среагировал на опасность, я ему уступил. Идея понятна? То есть я уступил, это ключевое понятие. То есть я его увидел, убежал, тоже уступил. Но по условию задачи так не может быть. И я, уступая, наступаю. То есть вот оно по пути удачи. Вот это движение на контроль, реагирование. И вот этот момент ответа, который произошел. Нам на видео, на YouTube-канале комментируют, что головы открыты, и отсюда может прилететь вторая рука. И даже вот среди нас есть люди, которые колеблются и кивают головой в рамках той боксерской темы, которая все время кивает. Боксеры молодцы, но предмет заключается в том, что если я делаю ответ сюда в предплечье, где он действительно хотел ударить, то, смотрите внимательно, вот рука сейчас жесткая, она с хорошими супинаторами, хорошее формирование кулака. Смотрите, что происходит. Вот я сюда, вот он этим кулаком снесет все, что можно снести. Теперь ситуация, которая затрагивает нервно-мышечную деятельность сюда. В чем она заключается? Если мы создаем усилие изнутри, такое же мощное, как и у него здесь, смотрите, напрягай. Что происходит с рукой? Он стремится мышцами груди вернуть руки в обратную сторону. Когда я ухожу, первое, что он будет делать, он не будет бить здесь. Он будет восстанавливать вертикальную ось баланса. Бум. Если он здесь попытается ударить, он потеряет баланс вовсе. Идея понятна? Мы сейчас говорим про натуральное исполнение, не поддавки. То есть, когда здесь человек реально бьет, и здесь человек реально блокирует. Понятно? Реагирование, ответ. Произошло? Произошло. Он восстанавливает баланс, и у него действительно есть возможность отработать вторую тему. И это правда. И если он нормальный парень, он будет этим пользоваться.
Третье условие задачи – перехват инициативы. Помним связку, которая заканчивается в кота, учи-уки. Дальше что? Ну-ки-те. Не уходи. Не уходи. Понимаете, что происходит? Вот эта вещь, ее невозможно закачать. Мышцы человека устроены таким образом, что мы раскачиваем, укрепляем трапецию вот здесь. Но то, что касается Адамова яблока, трахеи по-другому. Вот этот раздел, чем выше мышечный корсет, мышцы развиты, тем более обостренная эта штука выходит вперед. И когда мы отсюда вбрасываем эту сюда, я вам клянусь, вы сейчас в парах это будете делать. Тот, кто хочет ударить, должен попробовать высунуть руку вперед в тот момент, когда второй вот сюда надавливает, а вы должны вбросить сюда руку навстречу. Вот это называется перехват инициативы. То есть, когда я сделал блок, и я понимаю, что его мышцы груди будут стягивать руки к центру, то есть он мне помогает отыграть эту вещь. То есть я ушел топ, после этого я сделал сюда бам. 3 задачи я вам уже раскрыл. Теперь борьба за доминирование. Но он же нормальный. Он же может сделать шаг назад, поменять стойку, разорвать дистанцию в команде. Может же? Может. И вот это тот тонкий момент, возвращайся, который называется борьба за доминирование. То есть я перехватил инициативу и пошел с ним, и пошел. И он ничего не может сделать, потому что я все время контролирую эту точку под трахеей. Понимаете? То есть он становится со мной связан, вроде без веревки, но он связан. Топ, и вот мы пошли. Понятно, что мы не будем бегать такие расстояния. И вы опять же попробуете это сделать в парах. Мы сейчас затронули физические кондиции, нервно-мышечную деятельность. И на перехвате инициативы и борьбы за доминирование тот, кому под трахею попали руки, что он сделает физиологически? Мы цепляем физиологию. Вдох или выдох? Вдох. Он сделает вдох. И задача того, кто идет следом, не дать ему сделать выдох. Нарушить дыхательный ритм. То есть мы сделали то, пошли, я пошел перекатывать. И вот в этой фазе мы пробиваем гиаку-дзуки и выходим в ката. Мы делаем уэдзуки. Почему уэдзуки? Потому что длина вот этого движения, она может быть такой, какой угодно. Идея сложилась? Теперь я вас прошу, зная, что вы все занимаетесь в одном клубе у одного известного человека, и степень вашей адекватности такая же, как и у него, отработать схему сейчас в таком ключе. Медленно и спокойно. Вот вы становитесь, говорите ему раз, и дальше. То, бум, развили, дальше поставили, пошли, бум. И сделали вот так. Второй раз вы делаете все то же самое. Сейчас напряги максимально руку, когда будешь делать это. Почувствовать это напряжение. Дальше отыграть вот эту фазу. Отыграть. Я уже стою за руку удачи. Дальше пошел. Сделал цугиаши. Бум. После этого гиаку-дзуки. То и выйти сюда. Понятно? Да. Сколько ты можешь продавить колено? Ты посмотришь, что тут. Видишь, ты делаешь то. Ты должен сделать цугиаш. Цугиаш. Если ты это делаешь цугиаш, ты должен
пальцы остаются здесь, вот трахеи. Не-не-не-не-не. Ты должен, не тебе говорю, ладно, ты должен раз идти сюда. И движение, которое здесь, ты делаешь на них, там нет шага, ты не сделаешь, и ты туда же должен сделать. А потом отсюда перейти туда. А у тебя короткая стойка, и ты не достаешь. Поэтому, да, теперь смотрите, какая принципиальная вещь. Михаил Богданович, он со мной примерно одного роста, вам может показаться, что на характер что-то не так. Вот человек, который выше меня ростом. Что там? Скорость даже спокойно все делает. Смотрите. То половина из вас делает так. Вы встаете, после этого начинаете там куда-то двигаться. Если вы встали вверх, могли бы вы сделать усилие туда? Вообще нет. Вообще от слова совсем ничего. Здесь реагирование до все. И чем выше человек по отношению ко второму, тем более реально выполняется этот прием. Тем более реально. Я стою, ушел тут. Вот перехват инициативы. Все. И даже если у него в планах было ударить здесь или здесь, я вам клянусь, у него желания ударить нет. У него есть желание сглотнуть слюну. Встань на его место. Я тебе сейчас покажу. Да, ударит ногой. Тремя. Следующая ситуация, что вы делаете? Вот 3 ситуации вы решили. Среагировали, ответили, перехватили инициативу. Дальше половина из вас делает даш под шаг и потом пытается там что-то изобразить. Но нет борьбы за доминирование. Он же не будет сдаваться. Это же кратковременное воздействие. Он может потерпеть, прижать сюда подбородок и отыграть тему вперед. Так вот, борьба за доминирование, это цугиаш. Это цугиаш. Это проход туда, в длину. И после того, как вы туда продавили, цугиаши идет на длинном шаге, и вы продолжаете снизу контролировать его под трахеей. Эта рука оттуда не уходит. Не уходит. Вы туда идете, вот. Идете, вы не встаете, а вы встаете. Зачем вы это делаете? И третий момент, самый принципиальный. Вы за доминирование боролись, потом делаете так. Раз, два. Как только с него давление уйдет, он тут же полетит вперед. Поэтому эта рука там, это бьет, а это остается. Она на момент касания здесь и уходит от него только когда вы оттуда отходите. Все. То есть вы уходите с рукой и с телом одновременно. Идея понятна? На этом принципе основаны все остальные приемы. Мы специально начали с конца, потому что здесь наиболее ярко видно, как вы перехватываете инициативу, как вы боретесь за доминирование, как вы забиваете. Получилось? Получилось. Теперь дальше. Опять вариант кихон-ипон. Нет, цу-ипон это проще. Мы стоим. С той стороны выполняется майя-гири. Я могу уйти сюда. И после этого куда-то там убегать. Но по условию задачи я ухожу. Вот опять же идет реагирование. Это ответ. Еще раз. Реагирование, ответ. Кибадач. Падая, пошла рука. Это или та не имеет значения. Но если вы правильно сделали гидан-барай, ушли в кибадач, то его приземление будет носить такой разваленный характер. И на этом разваленном характере у него будет вылетать гиан-цу. Вот мы стоим. Да-да-да, без разницы. Здесь кто ушел в кибадач.
Теперь идет рука сюда. Как она будет идти, не имеет значения. Это будет туракет, это будет скин, это будет просто попытка сделать захват, неважно. Я ушел раз, среагировал, дальше, бум, среагировал. То есть мы знаем изначально, что здесь атака состоит из двух движений. То есть мы это себе сразу выставляем. В отличие от первого приема, который мы тоже сделали вовнутрь на атаку чуда. Срослось? То есть мы, первый принцип какой? Я с вас не слышу. Реагирование. Второй. Ответ. Третий. Перехват инициативы. Стой на месте. Как он происходит? Я ныряю под руку и бью, неважно куда. Попаду здесь, прекрасно. Он развернет корпус, когда я буду уходить, подставит мне грудь, я попаду в грудь, прекрасно. Я перехватываю инициативу вот этим движением. Идея понятна? Перехватил. Я его не убил, не травмировал. Я просто уходил, а потом пошел вперед, перехватил инициативу. Да? И дальше борьба за доминирование. Какая в данном случае? Мне нужно туда пройти, под эти руки, и пройти так, чтобы он максимально к этому был не готов. И что я делаю? Я в развитии своей темы доминирую, входя сюда, снимая все, что здесь может быть, весь сектор закрывая, забиваю диагональ и выхожу обратно. Срослось? Вот вы сейчас точно так же спокойно 3 раза налево, 3 раза направо делаете. Там, где борьба за доминирование. Постарайтесь на вращении не выгрузиться вверх и вниз, а пройдите, вот вы отсюда прошли ровно и ровно к нему. Понятно? Все спокойно, можно по нарастающей в паре. Ты должен уходить. А чтобы он уходил, ты когда делаешь это движение, ты должен его толкнуть. Конечно, ты же отсюда туда ходишь, он должен пойти. Нет. Ты сейчас ушел туда, а потом встаешь сюда. Если он будет реально бить, и ты туда пойдешь, так ты отведешь. Ты должен сделать движение то, а потом туда, в сторону, назад, вперед. Вы делаете последовательность движения правильную, но вы не можете согласовать те вербальные формулы, которые я сказал, со своими движениями. То есть вроде бы последовательность действий такая, но так как вы ее реализуете, она не такая. Я же говорю, если вы решили убегать, так нет смысла вообще здесь стоять. Он стал где-то в раздел. Больной человек. Все. Это тоже реагирование, это тоже ответ на ситуацию. Все. Вот вы встали. Он собрался бить Майя-Гери. Тум, ваша реакция, например. Он бьет Майя-Гери. Вы реагируете, бам. Вот он реагировал. Реагирование, бам. Вы остались стоять. Он должен с места до вас достать. И когда он с места начинает это доставать и понимает, что достает, он начинает к вам чуть-чуть подтягиваться. И когда он подтягивается, вы просто обязаны забрать эту ногу от него и отыграть тему, весь сектор закрыт. Весь сектор закрыт. А у половины из вас реакция такая. Ку-ку. И что ку-ку? Там вторая рука, и там точно будет так в боксе и двоечка, и троечка. Все.
вы ушли и ушли. И вот теперь самое интересное. Перехват инициативы. Вы что, действительно верите, что если вы, я специально уберу рукав, чтобы было больше видно здесь, что если вы сделаете вот так и начнете туда крутиться, он вам в спину не стрельнет, да он вас убьет. Если это борец, он перейдет на удушающий и все. Все. Для того, чтобы перехватить инициативу, его нужно коснуться. Для того, чтобы бороться за доминирование, на него нужно надавить. И вот рука уходит здесь, и она начинает бам. И вот это давление, заметьте, мы стояли здесь, а он куда побежал? По этой линии или по той? По той. То есть вы этим давлением сформировали то направление, куда он будет двигаться. И по этому направлению поехали вкручиваться и забивать. Понимаете? А у вас получается так. Делаем? Да. Топ. Вы начинаете вращаться, а он такой красивый делает шаг назад. Поворачивается, а тут никого. Вы сюда, а тут никого. Вы сюда, вот. И вы там. И у вас это вращение получается раз, два, три. О, здравствуйте. Вам так не будет. Так борьба за доминирование. Вы должны направить его в удобную для себя сторону. Понимаете? И если он дистанцию... Кстати, это месте в команде. Сделай шаг назад, когда я пойду, и останешься здесь. Если он дистанцию длинно не растянет длинно отсюда, то на вот этом движении вы уже все знаете, как делается бросок. Поэтому он должен ее разрывать дальше. А вы вот это давление на корпус не делаете. Сейчас зен-куцу дальше. Гидан барай. 2 руки. Загрузка ноги. Дальше. Не-куаши дальше. От плеча. Рука вовнутрь, плечо здесь. От плеча. Учи-уки. Усилие вперед. Опора. Бум. Учи-уки. От опоры, якудзуки. Здесь кяй. После этого встаем и то же самое на вторую сторону. Никто никуда не спешит. Принципиальная вещь, смотрите сюда еще раз. Вот это гидан барай, вот это вроде бы конечное положение то же самое, но работа в локтевом суставе. Интересует работа в плечевом суставе. У нас с этого движения может быть учи-уки в направлении вперед. С этого же движения может быть хайвануки. И дальше или тыцуи, как в хиян шидан, или атоши уракен, как джунро йондан, джунро сандан, неважно. Но все через плечевой сустав. Локтевого сустава нет. На гякудзуки пятка от пола не отрывается. Приготовились? Резко каждое движение отдельный счет. Ич! И! Сан! 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 Меня интересует степень ухода. Делай. Вот. Я среагировал. Это моя реакция. Я ушел, провалил. Следующая тема. Ушел, провалил. Бам. Что я сейчас сделал здесь? Что? Я надавил. Я перехватил. То есть я ответил. Организовал давление. В рамках этого давления я на пятерку. Видите, что происходит? Видите?
Я его двумя руками толкаю, и он через нервно-мышечную деятельность пытается вернуть баланс. Я его толкаю, он пытается вернуть. И когда я здесь надавил, он пытается вернуть. Вот это вот та доля секунды, совсем чуть-чуть, но она есть, которая позволяет стрельнуть и потом уйти. И самое главное, когда мы здесь надавили и туда стреляем, эта рука должна оставаться здесь. Если вы ее заберете, это как вариант, и это может быть как вариант на защиту, может быть здесь, может быть и эта рука сюда. Поэтому здесь обязательное давление. И момент реагирования. Видно, что происходит? То есть я его жду. Вот я реагирую. Вот они руки. Вот оно давление. И вот оно неклаш. И теперь это остается. И здесь пошло движение дальше вперед. Разошлись пара, еще попробовали. Вот это давление на предплечье организовать. Организовать давление на предплечье. Опаздываешь, Валерий, опаздываешь туда, опаздываешь. И в клаш наносить. А это будет сюда, далеко. Это далеко уходишь, потому что. И на заднюю ногу не садишься. Это реагирование-ответ, реагирование-ответ. Стоп или стоп, без разницы. С блоком, давление, все, и формирование дистанции по отношению к тому, кто атакует. Когда вы научились делать это снаружи, то есть ката не сама цель это прием. Вот мы научились делать действия снаружи, вы уже можете сделать давление. Теперь та же самая атака, нет? И мы двигаемся точно так же сюда. Прошли. Риск. Вот он риск. Понимаете, да? Супер. И у нас идет тема. Гиамбудзуки. И там Майя Гери. Мы стоим. Идет атака Майя Гери, потом Гиамбудзуки. Я ухожу, делаю вам. На вот эту фазу стягиваюсь назад. Давление вперед. Понятно? И вот теперь, да, мы там делаем на видео чуть-чуть по-другому, но вы сейчас будете делать движение, меняя руки местами. Вот это здесь касалось, это приходит сюда, практически одна на другую. Топа! Идея понятна? То есть вы сейчас пробуете делать Гиамбудзуки, Гиамбудзуки. Но правильная тема после блока. Бам. Идея понятна? Ничего не понятно. Опять. Майя Гери, Гиамбудзуки. Смотрите. Реагирование. То. Что это? Реагирование, ответ. Теперь перехват инициативы. Он в чем? Правильно, то. Дальше. Борьба за доминирование. Вот я в этом направлении двигаюсь сейчас, просто я не буду, мы просто идем, сколько будем идти. Вот под этим углом я начинаю двигаться вперед, работая за плечом. Видно, что происходит? То есть у него нет шансов развернуться. Сюда еще делать. Вот здесь плечо. И вот по этому плечу на согнутых ногах мы давим. Видите, что происходит? Вот этот момент борьбы за доминирование. И когда мы с этой фазы делаем выпад и топ, бум, бум, опять складывается тема всех наших 5 условий. Срослось? Сейчас медленно, спокойно, мягко. Гиданбарай то, некуаши то, переход нога, рука давление, бам-бам.
мы делаем ее в виде дзуипон. Ты делаешь сейчас чудан, я делаю кизанский, ты потом делаешь лакет. Смотрите, вот мы стоим, мы делаем чудан-зуки. Кто? Куда он сейчас ударил? Туда, куда я пошел. Он практически достает. Он стремится меня достать. Еще раз. Вот мы стоим. Быстро. Вот он стремится меня достать. Он идет туда, куда я пошел. Почему вы сейчас, я делаю майки, а ты делаешь гамбарай, потом я делаю гамски, ну и делаешь здесь. Смотрите. Майки. Я сделал майки. Почему вы делаете диагностику сюда? Ну какой смысл ему уходить туда в Найклаш и с этим учу? Ну вообще никакого смысла нет. Вам подбили ногу. Формально, если ашибарай выполняется изнутри, то человек падает лицом вперед. Если ашибарай выполняется снаружи, то он падает на спину. Вы понимаете это, нет? Так вот, если мне подбили ногу и я падаю туда, а здесь есть некий столб, дерево, там, куст, и я падаю, то мне куда нужно хвататься? Сюда или туда? Сюда. Так почему ж тогда Майя Гей, вы не туда руку суете, а суете ее сюда? Вы проваливаетесь вперед в него, и он должен вас на этом провале откинуть блоком. Так вот, пока вы не будете туда проваливаться, он не почувствует этого блока вообще. Он не почувствует смысловой нагрузки вот этой работы вперед, откинуть. И вы сюда не сядете. Вы не поймете этой взаимосвязи. Поехали еще раз. Ты сейчас делаешь движение вот отсюда, вот сюда, а потом идешь туда. А ты должен отсюда, сейчас твои ощущения скажешь, вот я ушел на Найклаш и учу. Следующее действие, которое я делаю с переносом веса и с рукой. Видишь? Это прямая. Ты должен сделать этот шаг. А ты делаешь движение в бок, а потом вперед. То есть ты первое движение практически делаешь как нагаш, а потом туда проходишь. А он стоит, даже не двигается с места. Тебе нужно его отсюда заставить двигаться. Он не может ничего сделать. Хочет. Не хочет, не сможет. Мы почему начали делать на видео, сделано сразу гиан. Вы начали нарабатывать только гиан. Почему? Вот я стою, он делает скид. И мы работали вот эту фазу. Потому что в этой фазе, вот в этом сочетании, проще почувствовать вот это давление вперед. Вот я стоял, пошло действие. Кто? Вот он. Здесь проще почувствовать. Это и психологически безопаснее. И переход сюда, он для вас более очевиден. Понимаете? И вот я стою на крестике, смотрите сюда, он делает движение, вот я делаю вдох, я высаживаюсь, вот оно давление там, здесь оно. И теперь я двигаюсь вдоль него, бью, и после этого забираю вам. Вот первое упражнение должно было у вас, понятно, что мы за одну тренировку это не сделаем, но вот это давление вперед, оно формируется на первом упражнении, его выпускать нельзя. Мы его впускаем, которое на видео, сознательно убрали, потому что тогда было бы очень много. Прослось? Прослось. Дальше. Это же связка
диагональ сюда. Вот я ушел, вы сейчас пытались сделать движение в кибодаче. Кибодаче — это первая связка, там другой принцип действия совсем. Здесь гидан барай, то вот я стою, пошло действие, вот оно бам. То есть я загнул сюда. Следующее действие, вот там есть у нас сильные парни, которые делали первое движение, партнер улетал, они делают этим тычком. И топ. Он отпрыгивает, потом они туда идут забивать. На самом деле движение отсюда, так же как с ноките, мы идем и организуем туда давление. То. Понятно, что происходит? Мы его давим. Вот она борьба за доминирование, вот он результат. Срослось? Ну, хотя бы представление об Бугае вы получите. Теперь двигаемся кукуцудачи дзёдонуки. Это первый счет. Второй счет. Таз и носок. Втягиваемся на якуаши дальше. Сотоуки. Помним про костяшку, в которую создаем усилие. Сделали движение? Встали. Опять дзёдоруки, таз, носок. Встали, создали усилие. И мы сейчас сидим на задней ноге. Опоры вперед нет. Вставания в штырь туда тоже нет. Давайте. Кокуцудачи, не куашидачи. Кокуцудачи, не куашидачи. И не спеши. С левой руки. Ищ! И! Вот я хочу вот этот момент акцента вот сюда, ближе к кулаку, увидеть. Ты сейчас акцент сделал на локоть, а надо сюда. Сам! Ши! Гораздо выше. Го! Ро! Шич! Хач! Кю! Дзю! Ич! Ми! Сан! Ши! Го! Ро! Шич! Хач! Кю! Дзю! Теперь дальше. Дзёдон зуки. Вот он бьет бум. Мы делаем уход в сторону, и весь сектор, который здесь мог лететь, весь сектор, мы его снимаем. Пошло движение, вот реагирование, и вот выход дзёдон зуки. И мы сознательно, пошла рука, пошло цки. То есть в данном случае это будет самая быстрая работа из того, что мы сегодня делаем. Пошло цки, здесь отыгрывается носок, то есть дистанция еще увеличивается, уходит таз, и мы отсюда снимаем эту руку. Срослось? Супер. Ты делаешь ручку. Здесь стоп, срослось. И теперь следующее движение, которое идет туда, это работа через руки вперед. Чудан сотоуки. Следующее действие гяку. И мы опять же воздействуем на руку. Да, на видео мы делаем без руки гяку и гяку. Сходим. Но помня про 5 принципов, мы работаем здесь в руку. Мы переходим вперед. И эту руку снимаем под себя, открываем себе зону. Топ проходит, сбрасываем, забиваем, бам. Идея понятна? Поехали. Руку сюда, чтобы глубоко подсесть. Не плашь.
Делай. Ты сделал шаг дальше. Ты двумя ногами ушел сюда. У тебя никакой нетлаши, даже близко нет. Ты только туда 2 раза в попуту. И он все время перед твоим носом, ты ничего не можешь сделать. Еще. Вот мы стоим, он делает душ. Ты отыграл тело. Дальше. Вот я стою, вот у меня так. Теперь с этой фазы поехали. Посмотрели? Перешли. Смотрим дальше. Значит, вот мы стоим в стойке. Тут разница. Опять идет Майя Гирь. И у нас там точно так же 2 варианта выполнения диафрагмы. Мы выполняем там 1 вариант. Вы сейчас будете делать 2. Первый вариант. Он делает Майя Гирь. Мы реагируем, уходим, делаем маму. После этого кулаке. Мы уходим назад на эклаши, делаем бедра руки. Бум. После этого отсюда кидаете ногу. Обязательно ставите на. После этого эту затягиваете на себя. И здесь забиваете или здесь по росту, или здесь диаметр. После этого выход в обратную сторону. Понятно? То есть вот мы стояли. Первая фаза, она простая совершенно. Мы перестраиваемся здесь. Бум, дальше топ, и дальше здесь и здесь, но обязательно с вот этой фазой надо. Это у нас остается задача. Поехали. Не спеши. Вы нужно руку на себя показать. Маленькие тело поставили на себя. Смотрите. Стивен Сигал, великий мастер. Я гораздо скромнее, я не умею такому научить, поэтому я показываю так, как я знаю. Он сильный парень, он не собирается сдаваться. Он делает Майя Гирь, потом делает дураки. Я ушел. Вот мы отработали эту тему. Если я сейчас захочу его промассировать, захочу с ним поиграть, он отобьет мне голову каким-нибудь другим клиентам. Понятно? Вспоминайте тему. Реагирование, ответ, перехват инициативы, борьба за доминирование, победа. Да? Смотрите, что происходит. Реагирование, да? И ответ мы сложили. Жестко, я жестко сложили. Теперь перехват инициативы. Я вам клянусь. Вы просто попробуйте по разу сделать, не занимая гель по плавающим ребрам и посмотреть, что произойдет с развитием. Да? Туту. Что нужно? Во-первых, он стянет живот. Во-вторых, что произойдет здесь? Она расслабится. Вот за счет этого касания это ни в коем случае не тотоманация. Вы его не убьете, не отобьете ему печень, там, или селезенку с той стороны. Ничего не произойдет, он просто инстинктивно дернется. Вот когда он дернулся, то есть с этой фазы дернись, происходит ваш захват. Понятно? Инициативу вы уже перехватили. Теперь борьба за доминирование. Собственно, ваше действие. Понимаете? А вы пытаетесь сделать так. Скальпель, зажим и хирург на поляне. Так не работает. 5 30. Реализуйте 5 30. Поехали.
отсюда 2 удара, а туда 1. Ну, женщинам это понять сложно, мужчинам проще, если... Это же не коснулся их, я просто изобразил направление атаки. Только изобразил. Вот этот момент отпрыгивания будет гораздо ярче и круче, в зависимости от того, чем ближе окажется ваша найкуаши дачи к нему. И вот на этой фазе, когда он начнет разрывать дистанцию, вам ничего не остается, как вернуться к той схеме, которую вы уже работали после училки, и отыграть отсюда тот же проход на Яхудзуки через плечо. Понятно? То есть вы сейчас делаете кизами майя-гири в пах. Все, и женщины, и мужчины, все делают в пах. И, бить не надо, и тот, кто стоит и ожидает этого удара, не изображает из себя терпилу, а реально стрельнул, и после этого уходит, обеспечивает дистанцию. Ну, кто хочет остаться на секундочку, может остаться. Поехали. Я. Какая пара повторит все? По отдельности все пары повторили сегодня. Все, что мы с вами делали 1,5 часа, занимает 15 секунд вот такой легкой работы. Есть ли у вас вопросы к тому, что мы сегодня разбираем? Так а что понять не стало? Оно все там показано и все. Ну смотрите, самая главная задача сегодняшней тренировки вот эта. Вы думаете, это вот эта техника? Нет, вообще, это полная ерунда. Задача 5 принципов выхода из конфликта, в котором вы оказались. Осознанно, неосознанно. Если вы не убежали и остались стоять, есть только 5 решений. 5. Они выполняются последовательно. Сделать что-то, упустив одно из 5, невозможно. Невозможно. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы запомнили их и, не знаю, там, карапузы, может быть, там где-то записали. Вот, взрослые, там, не знаю, татуху себе организовали, там, еще что-то. Вот. И первое это что? Ответ. Реагирование. Второе? Ответ. Третье? Четвертое? Борьба за доминирование. Пятое? Тодом Иванзе, решающее действие. Вот 5 принципов. Теперь, если вы понимаете, что это так, и согласны с этим, то следующая логическая цепочка, исходя из того видео, которое здесь, вы можете любое кота, которое там есть, разложить. Ситуация в Кихон и Пон Кумите, то, что мы работаем, или Цу и Пон Кумите, то, что мы работаем, тоже должны понимать, что совершенно не обязательно, чтобы каждое действие, которое вы делаете, было то дома вадзе. То есть оно решающее, после которого все.
И идея и кенхисацию одним ударом наповал – это наша сверхзадача. Мы все тренируемся для того, чтобы выйти на тот уровень, когда действительно мы сможем одним ударом наповал, причем важно что? Чтобы каждым ударом наповал. Понимаете? То есть ситуация поединка не рассматривается 1 на 1. Она рассматривается 1 против 2, 3 и заканчивается цифрой 8. И у нас есть ката, которые смоделированы таким образом, что у нас 8 соперников. 8 соперников – это уже там дзенские практики. У нас есть 8 психотипов человека. Любой 9 будет повторяться с одним из 8 предыдущих. Поэтому рассматривается только 8. Рассматривается 8 сторон света. Какое кота на 8 сторон? Молодец. Хачимон. По теории оценка отличная. Хачимон. 8 сторон света. Все. 8 направлений. Все остальное будет повторяться. Поэтому я бы хотел, чтобы вы включились вот здесь, в построение логических цепочек. И да, мы тренируемся, развиваем все. Но если мне здесь получилось успешно хлопнуть, а там кто-то бежит со спины, то первая моя, какая самая главная задача? Среагировать, ответить. Получилось перехватить инициативу, продоминировать, хлопнуть, бам. В этом задача. Какой и кенхисацию. О чем речь? Понимаете? И вот вы сейчас почти ничего не делали, практически. Мы не делали сейчас мощной тренировки, такой, как была первая. Но по вашим лицам у вас вот эти 5 условий и работа с партнером, руки, ноги, уход, хватит, не хватит. Психологически вы подгрузились. И вот этот момент внутренней игры, внутренней собранности, это то, что необходимо тренировать на каждой тренировке в последующем. И чем выше у вас уровень компетенции, тем больше должно быть понимания всего в рамках 5 принципов и реализации на практике. Сложилось? Вот на моей практике, я вам скажу честно, такого семинара, чтобы был и видеопрогон, и разбор, и в парах все объяснили и показали, не было вообще. И я не знаю, будет ли когда-нибудь в моей. В вашей может быть, в моей не знаю. Вот. Поэтому пользуйтесь всеми доступными видеоматериалами, экзаменационной программой и всем остальным. Пользуйтесь этим. Это очень и очень важно. Оно позволяет двигаться куда-то вперед.